Sen savaş mı açırsan? Laf, söz bitti. Ben kızımı yer duranlara kuma olsun diye yetiştirmedim. Meryem! Şu bunu Ahmet. Benim evim burası değil. İçeri dedim. İnandın mı senin doktorun öldüğüne? Sus artık yeter. Sen boşadın, ben aldım. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Предупреждение Серхата Йылдыз не уезжать испортило его отношения с Мелек, что привело к ссоре. Йылдыз, довольная тем, что остается, бормочет себе под нос, что сделает все возможное, чтобы Серхат склонился перед ней. Серхат следует за ним на машине и преграждает ему путь. Мелек в ярости и не желает слушать Серхата. Серхат позволяет Мелек уйти с дороги, чтобы уединиться. Мелек идет к безумной Севде. Безумная Севде идет в особняк Кардаглы, говорит, что голодна, и просит приготовить ей еду. Затем к ней приходит Мирьем Ханем и рассказывает, что ее муж, Зиян Ага, изнасиловал и убил ее мужа, а недавно приходил к ней домой и угрожал убить его. Мирьем Ханем не хочет верить во все это, но слова Севди ее глубоко тревожат. Йылдыз покидает особняк под предлогом встречи с Хачик и идет к своей матери, Мирьем. Она рассказывает ему о случившемся. Тем временем родителей Мелек похищают из-за долгов Хильми-бея, связанных с азартными играми и любовными утехами. Когда Хильми-бея просят о крупной сумме денег, он говорит, что не хочет, но мужчины утверждают, что у Мелек много недвижимости в этих землях. Хильми-бей звонит Мелек, объясняет, что они хотят поговорить о чем-то важном, и называет ей адрес. По дороге в это место Мелек попадает в аварию, устроенную людьми, подстроенными матерью Йылдыз. Тем временем к Мелек приходит смутьян Хильми-бея, отвозит ее в больницу и реализует свой план встречи с Серхатом. Когда Серхат звонит Юсуфу, он идет к Аширу, который, поддавшись провокациям Ашира, стреляет ему в ногу. Он говорит им: «Отныне ты принимаешь меня как своего господина», и просит высадить его возле особняка. Увидев мать, Йылдыз идет к Хачик и требует, чтобы он рассказал ей правду. Хачик, вспоминая об этом инциденте, со слезами на глазах говорит: «Я сама упала с той скалы, а Акиф Ага меня не толкал». Йылдыз отвечает: «Я поняла, что пойму, ты мне ничего не сказал». Когда Йылдыз прибывает в особняк, она признается, что знает правду о Хачик, и просит Акифа помочь ей вызволить Мелека из особняка. Хотя Акифу этот разговор не нравится, они соглашаются действовать сообща и вызволить Мелек. Как только Серхат слышит о Мелек, он тут же отправляется в больницу и, выражая свой страх за нее, возвращает ее в особняк. Пока Серхат неустанно заботится о Мелек и целует ее, Йылдыз и Серхат обмениваются взглядами. После того, как Мелек принимает лекарства и засыпает, Серхат выходит на улицу подышать свежим воздухом. Акиф, застав Серхата одного, подходит к нему и говорит, что Мелек здесь не место, что она не привыкнет, что даже в него стреляли за то, что он был с Серхатом. Он советует ему не рисковать жизнью и отправить ее обратно в Стамбул. Серхат отвечает: «Никто не смеет тронуть женщину, которую я люблю, в моем присутствии. Любой, кто посмеет тронуть ее, будет наказан», и отпускает ее. Как только жена Акифа, Нильгун, узнает, что Серхат выстрелил Аширу в ногу, она бросается в комнату Йылдыз и сообщает ему, что Серхат застрелил ее брата. Йылдыз в гневе выходит из комнаты и идет к Серхату, который пьет кофе на улице, чтобы потребовать объяснений. Когда Серхат спрашивает: «Твой брат рассказал тебе?» Йылдыз отвечает: «Он умрет и ничего не расскажет. Ты застрелил его из-за меня. Ты не отослал его только потому, что пожалел меня». Серхат говорит, что ему не жаль. Йылдыз вспоминает слова своей матери Султан: «Молись, чтобы из-за тебя не пролилась кровь». Тогда Йылдыз говорит ему: «Пусть Серхат полюбит меня, чтобы пролилась кровь». На следующее утро Серхата приглашают на свадьбу к старости деревни в качестве вождя племени. Когда люди Мирьем Ханем говорят ей, что они устроили несчастье с Мелек, но не смогли ее убить, Мирьем Ханем ругает его и прогоняет, предупреждая, чтобы он не появлялся перед ней, пока он ее не убьет. Акиф и жена Ашира, Неда, продолжают тайно встречаться и наслаждаться любовью.
Когда Серхат заходит в комнату Мелек, Мелек говорит ему, что очень голодна и хочет яиц. Они вместе идут на кухню и радостно начинают их готовить. Пока Серхат не рассказывает мне, что моя мама, когда была беременна мной, обожала яйца, Мелек роняет яйца и начинает капризничать. Серхат спрашивает: «Успокойся, ты что так отчаянно хочешь ребенка?» Когда Мелек выражает беспокойство о том, как объяснить ребенку нашу ситуацию в такой ситуации и назовет ли он Йылдыз мамой. Серхат обещает Мелек: «Даже если я изменюсь, моя любовь к тебе никогда не изменится. Я никогда никого не смогу полюбить так, как тебя». На следующее утро в особняке Нургуль нарочно шумит, чтобы разбудить Мелек. В особняке царит тишина. Когда Мелек спрашивает, где все, она отвечает, что они немедленно отправились на свадьбу. Когда Мелек спрашивает, что это за свадьба, она отвечает, что это свадьба старосты деревни. Серхат пошел на свадьбу со своей женой, потому что он вождь племени. Мелек злится все сильнее, она не может идти с другой женой, потому что ты спишь. Что он может сделать? Он говорит: «Дорогая, ты пойдешь в следующий раз». Мелек узнает, где будет свадьба. Когда Серхат прибывает на место свадьбы и с удивлением видит там Йылдыз, Акиф говорит племени: «Это правильно». Начинается свадьба, и Йылдыз и Серхат приглашаются поиграть вдвоем. Пока они играют вдвоем, появляется Мелек и видит их состояние. Она врывается, требуя рассказать, что произошло. Она требует рассказать, что Серхат обещал ей прошлой ночью. «Раз ты хочешь ее, я развожусь с тобой, Серхат», — говорит она. В этот момент Акиф и Йылдыз вне себя от радости, ведь они получили то, что хотели. По выражению лица султан ясно, что она беспокоится о позоре перед основным племенем. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы смотреть новые видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.